Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы начинаем подкаст об удивительных исполнителях XVII-XVIII веков, вокальное мастерство которых остается непревзойденным. Тема кастратов очень обширна и увлекательна, и первый мой рассказ довольно поверхностно касается их историй. Чтобы вовремя слушать новые серии, нажмите внизу кнопку «Подписаться». Итак, 1994 год. На экраны выходит фильм «Фаринелли Кастрат», повествующий о жизни удивительного исполнителя XVIII столетия. С этого момента имя Фаринелли становится нарицательным для обозначения целого сонма певцов, искалеченных в детстве ради великого искусства. Каффарелли, Бернакки, Аннибали, Сифачи, Априли, Джициелло, Пакьеротти и многие-многие другие. Практика кастрации мальчиков ради получения уникального певческого голоса берет свое начало в XVI столетии, и ее существование обусловлено целым рядом причин, в первую очередь касающихся сферы применения этого особенного типа исполнителей. Организмы кастратов в результате операции, выполненной в детстве, чаще всего в 9-10 лет, начинали развиваться по особенному типу, вследствие чего взрослые кастраты обладали как мужскими, так и женскими особенностями. Это касалось также их вокальных данных, которые отодвигали на задний план конкурентов, представленных стандартными типами голосов, несмотря на то, что вокальная ниша, занятая кастратами, это партии в высокой женской тесситуре. На эти партии могли бы претендовать женщины, мальчики и фальцетисты. Перед женщинами кастраты обладали чисто формальным преимуществом. На рубеже XVI-XVII столетий, когда оперирование мальчиков ради сохранения красивого голоса стало набирать обороты, а также и много позднее, пение женщин в церкви было запрещено, что существенно обедняло звучание хора. Периодически запрещалось и выступление женщин в театре, а тогда, когда подобный запрет снимался, их сценическая деятельность, мягко говоря, не приветствовалась, и в обществе артисток и певиц считали едва ли не проститутками. Перед мальчиками и фальцетистами, то есть от рождения представителями своего пола, кастраты обладали явным преимуществом технического свойства. Мальчики, исполнявшие партии альтов и дисконтов, с наступлением мутации голоса уже не могли справляться с ними. Фальцетисты искусственным образом приспосабливали аппарат к высоким партиям, а любое подобное приспособление голоса, несвойственное его природе, вырабатывает его резерв с удвоенной скоростью. При этом у мальчиков и фальцетистов был явный недостаток – обертоновая неполнота, очень отличающая их тембры от насыщенности женских. В то же время голоса кастратов были тембрально богаты и красочны, а голос долговечен и не подвержен раннему или скорому износу. Эти два фактора, выдвинувшие кастратов на вершину востребованности, дополнялись важным обстоятельством экономического рода. Катастрофическая бедность множества семей побуждала их подобным чудовищным образом вложиться в потенциальное финансовое благоденствие. Подвергая собственного ребенка операции, родители рассчитывали на то, что он вырастет и станет величайшим певцом, чудесный голос которого буквально озолотит все семейство. Быть может, этого всего не произошло бы, но на беду мальчиков в конце XVI века появился новый жанр, которому суждено было стать самым грандиозным вокально-театральным жанром – опера. Она очень быстро набирала популярность в Италии, а далее и по всей Европе, и, несомненно, нуждалась в профессиональных носителях. Экспансия итальянской оперы, а с этим и вокального искусства необычных исполнителей, стремительно охватила всю Европу, за исключением Франции, которая оказала ей достойное сопротивление, создав собственную национальную оперу и каноны эстетики пения. Итак, рынок труда для кастратов оказался весьма обширен. Им находилось место при каждом уважающем себя дворе и в каждом относительно большом городе, потому список выдающихся кастратов, приведенный в начале выпуска, это только малая часть тех, кто успешно гастролировал и получал за свои выступления гонорары космического масштаба.
Но все-таки великие и знаменитые составляют лишь малую часть тех несчастных, кто был подвергнут кастрации. У разных авторов встречаются очень отличающиеся данные о количестве произведенных операций. Какие-то источники указывают 4-5 тысяч, у других упоминается 2000. Ежегодно! В эту цифру сложно поверить, но даже если уменьшить ее в несколько раз, учесть, что это были пиковые годы наибольшей востребованности подобного оперативного вмешательства, за 2 с лишним столетия существования в Италии практики кастрации общее число все же будет таково, что ее жертвы могли бы составить довольно крупный город. Десятки тысяч несчастных влачили жалкое существование, будучи выброшенными на обочину жизни. Другие же, те, кому посчастливилось сделать выдающуюся сценическую карьеру, подняли искусство пения на необыкновенную высоту. Благодаря великим кастратам сложилась фантастическая вокальная школа, технические навыки которой недосягаемы для лучших академических певцов мира нашего времени. Великие кастраты двинули вперед драматургию оперы, своим желанием быть в центре внимания и играть на чувствах зрителей максимально пафосными и нелепыми поворотами сюжета. Обретением потерянных родственников, потерей памяти, сумасшествием, заковыванием в кандалы и тому подобным. Кастраты создали феномен суперзвезд сцены, которые зарабатывают безумные деньги и вызывают фанатичное почитание публики, несмотря на все их дикие выходки и безграничные капризы. Но это уже совсем другая история. На сегодня все. Ставьте лайки и пишите комментарии. Это стимулирует продвижение подкаста и выход следующих серий. До новых встреч!